Зашли на сервер, можно начинать. На связи Ваня Рокард, и это третья серия будни разработчика на Black Russia Old. В этой серии вы увидите, как я обновлял такую работу, как водитель автобуса. Обновил сами маршруты для данной работы и мелкие обновления систем. Начнем с того, что нужно переместить этот пикап аренды автобуса на спавне Южного, потому что тут не его место. Его место вот у этих вот ворот, чуть сзади здания вокзала. Вот здесь вот нужно прописать команду /dev, чтобы я получил координаты. И вот тут вот будет пикап. Я хочу сейчас тэпнуться на вокзал Арзамаса, но, как видите, меня почему-то на вокзал города Южного тэпнуло. И это странно, нужно вот опять же пофиксить вот координаты в GPS. На спавн города Батырева, как видите, можно телепортироваться, но почему-то вокзал города Арзамас подстроились координаты города Южного. Я это исправлю, но пока что буду тэпаться по карте. Я пришел на позицию, где я хочу поставить метку в GPS, ну и телепортировать, разумеется, сюда меня будет. А пока что сзади вокзала города Арзамас я вставлю на вот эти вот координаты, потому что где-то здесь находится аренда автобуса на Black Russia. Сейчас мне нужно заспавнить автобус, чтобы начинать делать позиции спавна автобуса при его аренде. Я думаю, вот где-то здесь будет метка спавна уже, и на этих координатах будет спавниться автобус. Хочу сказать, что дальше просто вы будете видеть короткие отрезки того, где будет спавниться автобус. Итак, расставлять позиции спавна автобуса на спавне города Арзамаса я закончил и буду переходить на спавн города Южный. Позиции спавна автобуса при его аренде на вокзале города Южный я закончил. И переходить на спавн Батырева я не вижу смысла, потому что там сильно ничего интересного нет. Я просто чуть-чуть увеличил постоянно координаты и все. То есть там под видео ничего нет. Я перезашел уже после рестарта, и как видите, тут добавился пикап аренды автобуса. Сейчас телепортируюсь на спавн города Южный и хочу вот посмотреть, как это все выглядит здесь. Как видите, здесь пикап аренды автобуса тоже добавился, а на Батырева он уже и так был, так что там я не вижу смысла показывать его. Ну и конечно же проверка телепорт меню. Я телепортируюсь на вокзал города Арзамас, и меня телепортирует, все хорошо. Я телепортировался в правительство, чтобы устроиться на работу водителя автобуса. Подхожу на пикапу трудоустройства, и тут проблема, что у меня не вылазит диалог окно список работ. Это нужно исправить. В чем же там была проблема? Оказывается, я просто закомментировал строки для взаимодействия пикапа с игроком, и поэтому диалог окно мне не показывалось. Что значит закомментировал? Считайте, что просто деактивировал код, но не полностью его стер. Поэтому я его раскомментировал, и он теперь снова работает. Захожу уже в правительство области после фикса пикапа трудоустройства, встаю на него, и как видите, список доступных работ мне показался. Я устроился водителем автобуса и сейчас буду телепортироваться на аренду автобуса в городе Арзамаса. Как видите, я телепортируюсь, но это старые позиции аренды автобуса в городе Арзамаса, и поэтому нужно и в GPS переносить метку аренды автобуса во всех городах желательно. Я вставил на пикап аренды автобуса, арендовал автобус за 180 рублей, и моя цена за проезд будет 100 рублей, ну так как это максимальная цена. После установки цены за проезд я выбираю маршрут первый, и его как раз таки нужно переделать, а точнее все 4 маршрута заново, потому что они сделаны под старую карту Black Russia 2021 года, а эта карта Black Russia, как видите, 22-23 года. Как видите, даже начальная метка маршрута стоит на старом спавне Арзамас, поэтому это все нужно переделывать. Я подбираю метку остановки, и как видите, после того, как я ее подобрал, я продолжаю еще ехать. То есть это не совсем удобно, нужно сделать, чтобы автобус сразу же останавливался. Вот почему нужно менять метки на автобусники, потому что я подобрал одну, и тут уже на пешеходной дорожке вторая метка, да и автобус еле тут проезжает, поэтому все это нужно поменять. Ну и конечно же назад по пешеходной дорожке. Конечно же автобус считается за пешехода. Не, ну реально.
Еще я так впилился в лавочку, что теперь фиг выйду отсюда. Вы на чат посмотрите, почти 90 тысяч рублей за буквально вот 6-10 меток. То есть эта зарплата очень большая, поэтому ее нужно сильно прям урезать. Сейчас я по-быстрому перехожу к обновлению меток в GPS, точнее меток вот аренды автобуса именно в этих трех городах: Арзамас, Батырево, Южный, потому что старые метки, они не актуальны уже будут. Смотрите, я сделал в /tp основные работы, ближайшее место аренды автобуса, и меня телепортируют на место аренды автобуса в Южном. В GPS же просто поставить сюда метку. Я сейчас телепортируюсь на вокзал города Арзамас и тоже хочу телепортироваться на ближайшее место аренды. И как странно, меня телепортируют на аренду автобуса в Южном. Это нужно исправить. Я сейчас на спавне Арзамаса и опять /tp основные работы, ближайшее место аренды автобуса. Я со второй попытки тоже не выходит, опять телепортирует на аренду автобуса в Южном. Это уже 4-я или 5-я попытка, и я на ближайшее место аренды автобуса вставлю метку, и это вокзал Южный. То есть сейчас пока все правильно идет. Телепортируюсь на вокзал города Арзамаса, GPS, основные работы, ближайшее место. И как видите, уже поставилось, то есть где-то с 4-5 попытки уже удается. Телепортируюсь на вокзал Батырева, и опять /GPS, основные работы, место аренды автобуса. И тут тоже ставится. Ура! Сейчас быстрая проверка аренды автобуса в Батырево. Я арендую, и как видите, он здесь спавнится. То есть, как я уже говорил, я просто чуть-чуть увеличил координаты и все. В этом было ничего сложного, поэтому и не записывал. И как видите, все в принципе работает. Теперь переходим к обновлению маршрутов для водителей автобуса. Так как я делаю мод похожий на Black Rush, мне нужно хотя бы по одному маршруту скопировать с Black Rush. И поэтому сейчас я буду делать маршрут Арзамас-Латкарина Арзамас, похожий как на Black Rush, только чуть-чуть поменял, так как я не весь его нашел. Смотрите, тут первая метка находится, то есть остановка, а тут уже и вторая, когда ты уезжаешь с остановки. Смотрите, теперь ситуация становится таким образом. Так как прокладывать маршруты автобусника это вещь долгая, и так как у меня видео вышло на 4 минуты, и это только видео, где я просто прописываю команду /dev и стою на позициях метки или остановки, поэтому я принял такое решение, что видео, как я прокладываю некоторые маршруты, заметьте некоторые, потому что все маршруты записывать это нужно много памяти, а у меня ее, к сожалению, уже не так много осталось, поэтому только некоторые остановки, я не помню сколько там, 3 или 4, будет ссылки в описании видео на эти видео. Как вы можете заметить, я уже обновил 3D текст над автобусом, маршрут и стоимость проезда, как на Black Rush. А сейчас просто ждем, когда пропадет автобусник. И как видите, зарплата почти 750 тысяч, и это, как говорил я уже, очень много, и поэтому нужно урезать. Я уже создал второй маршрут Арзамас-Батырево-Арзамас и хочу закончить рабочий день, чтобы посмотреть на урезанную зарплату. В принципе, почти 7 тысяч это очень даже хорошо, потому что это еще и без X2. В X2 будет это примерно под 14 тысяч рублей. Теперь маршрут Батырево-Арзамас, Батырево, который есть и на Black Rush. Я заканчиваю рабочий день, и тут зарплата уже почти 9 тысяч. Ну, в принципе, хорошо. Ну, как сказать хорошо? Это, с одной стороны, хорошо, потому что это чуть-чуть больше, чем на Black Rush, но и в X2 нужно понимать, что это будет уже почти 18 тысяч. То есть зарплата вроде и урезана, но и чуть-чуть будет она доходить, может, до 21 тысячи, 22, зависит от маршрута. Смотрите, я уже проложил второй маршрут Батырево-Южный Батырево, и почему я выбрал именно такой маршрут. Раньше, когда я играл на Black Rush в 2022 году, был такой вот маршрут. Я заканчивал рабочий день и 9400. В принципе, хорошо. И это уже третий маршрут, и он один из долгих, потому что Батырево, Латкарина, Арзамас, Батырево. И, как я понимаю, из-за того, что он такой настолько долгий, и тут зарплата, разумеется, будет очень большой, поэтому давайте смотреть. И как видите, 10 254 рубля. Это я считаю много, но, как я уже говорил, 20 тысяч, ну, в принципе, нормальный среднячок. Как видите, я специально захожу на Black Rush, чтобы узнать, как проезжать маршрут Южный Арзамас-Южный. И что мне, во-первых, тут не нравится, то, что банально, я подъезжаю к остановке с левой стороны, то есть там у меня водительская дверь, а двери для входа пассажиров и выхода с правой стороны. То есть это уже косяк, что пассажиры должны заходить со стороны дороги, а не со стороны остановки. В реальной жизни такого не должно быть. Дальше я подбираю эту метку, и, о чудо, мне нужно пересечь двойную сплошную, чтобы взять следующую метку. И это, опять же, нарушение ПДД.
И мне уже не нравится, как изначально проложен этот маршрут Южный Арзамас-Южный. И поэтому я так понимаю, что мне свое начало этого маршрута придется переделать и сделать 2 круга, чтобы вот правильно выезжать с вот этого вот вокзала Южного. Потому что по-иному никак. Потому что я не хочу, чтобы игроки нарушали правила ПДД и пересекали двойную сплошную. Ну так реально нельзя в реальной жизни. Смотрите, как я сделал этот маршрут. После аренды автобуса вы вот так вот будете ехать. Где-то вот здесь вот будет первая начальная метка. И потом вам придется делать вот такой вот круг к остановке на вокзале Южный. И сейчас будет видео ускоренное в X2, чтобы вы по-быстрому видели, как этот маршрут будет проезжаться в начале. Я говорил о 2 кругах на спавне Южного и пришлось сделать. И, к сожалению, все 3 маршрута придется вот таким вот способом делать в начале, чтобы правильно по ПДД вот выезжать из вокзала Южного, потому что через сплошную я не хочу, чтобы игроки выезжали опять же. Итак, я уже проложил первый маршрут Южный Арзамас-Южный, и я его заканчиваю, чтобы посмотреть, какая зарплата здесь будет. Как видите, 10 500, и в X2 это будет где-то 21 тысяча. Опять же, нормально. Теперь второй маршрут Южный Батырева-Южный. Опять же, этот маршрут был когда-то очень давно на Black Rush в 2022 году, и я его решил добавить. И название исправлю, потому что тут написано Бытарева, а должно быть Батырева. И давайте посмотрим, какая зарплата. 9422 рубля. В принципе, тоже нормально. Переходим к такой небольшой системе, как штраф за повреждение автобуса. У ютуберов по Black Rush это выглядело 2 вариантами, как я помню. Первый вариант — это когда ты врезаешься в какое-то препятствие, ну короче, повреждаешь автобус, и у тебя сразу 300 рублей списывается, и так каждый раз при повреждении автобуса. Второй же вариант. Все повреждения автобуса накапливаются в одну общую сумму, и когда игрок заканчивает рабочий день на автобуснике, то ему тогда система отнимает вот этот штраф зарплаты. То есть, например, игрок заработал 20 тысяч на автобуснике за один рейс в X2, и там, например, штраф на 5 тысяч выходит. И типа он получает не 20 тысяч, а 15 тысяч рублей. Я же решил выбрать первый вариант, штраф, когда игрок сразу вот повреждает автобус. То есть 300 рублей за повреждение автобуса каждый раз. И тут я сталкиваюсь с проблемой. То, что паблик, который отвечает за проверку, наносит ли машине урон, он типа не работал. Объясняю по-простому. Этот паблик уже был написан в моде, но он должен вызываться сам сервером. Но этот вызов паблика зависит от версии сам сервера, но так как она у меня была не той, и я переключиться не мог, мне пришлось сделать аналог паблика этого. Как по итогу, мне пришлось час-два подумать, и я смог придумать, как сделать этот аналог, потому что, ну типа сервер же сам вызывает, а мне тут нужно самостоятельный вызов этого паблика придумать. Но все же я это смог сделать. Смотрите, я включил специально DL, чтобы вы увидели, что ХП отнимается, и мне списывается 300 рублей за штраф повреждения автобуса. Как видите, мне за каждое малейшее повреждение приходит штраф, и как я считаю, что нужно чуть-чуть вот урезать вариации повреждения, чтобы типа не за 1% повреждения вам снимало вот эти вот 300 рублей, а за 2 или 3% повреждения. То есть, если вы там на 1% повредили, окей, система не снимет 300 рублей. Если на 2 или 3, то уже будет снимать 300 рублей. Ну и, разумеется, выше процентов. Теперь небольшое такое обновление, диалог окна вот доступных работ в правительстве, потому что, как вы могли заметить, там не цветовые палитры текста не совпадают, как на Black Rush, ну и в принципе там нету пункта уволиться с работы, если ты уже устроен, например, тем же водителем автобуса, а хочешь там, не знаю, устроиться курьером. Смотрите, теперь я стою на пикап, и вот так вот выглядит диалог окно, список доступных работ, и уже есть пункт уволиться с работы. То есть я считаю, что это очень хорошее такое мини-обновление системы, то, что я могу уволиться с работы. И в принципе то, что у игрока есть выбор, можно работать, а можно не работать. И на этом моменте видео подходит к концу. Ссылки на телеграм-канал проекта и на мой личный телеграм-канал есть в описании под видео. Подписывайтесь, всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.